Самый высокий горный пик на Земле, Эверест, возвышается на впечатляющие 8848 метров над уровнем моря, являясь величайшим свидетельством геологических процессов, сформировавших нашу планету. Его величественная высота не только поражает воображение, но и поднимает фундаментальный вопрос: почему на Земле не наблюдается гор, достигающих, скажем, 10 километров, 15 километров, 20 километров, или даже больших значений в высоту? Существует несколько взаимосвязанных факторов, ограничивающих высоту горных образований, и понимание этих факторов позволяет глубже проникнуть в динамику земной коры, понять процессы, формирующие ландшафт, и оценить роль физических законов в формировании нашей планеты. Одним из наиболее распространенных объяснений формирования гор является процесс столкновения литосферных плит. В результате таких столкновений, когда континентальные плиты сталкиваются друг с другом, земная кора сминается и вздыбливается, образуя складчатые горы, такие как Гималаи, где и находится Эверест. Сила, действующая при столкновении плит, огромна, но даже она не может привести к бесконечному росту гор. Однако, хотя этот процесс, безусловно, играет ключевую роль в формировании многих горных хребтов, он не является единственным механизмом и не применим ко всем горным образованиям. Например, существуют горы, образовавшиеся в результате других, менее очевидных, но не менее важных процессов. В качестве примера можно привести Уральские горы, которые, в отличие от складчатых гор, сформировались не в результате столкновения плит, а являются горами пучения. Этот процесс, менее известный, но не менее значимый, включает в себя подъем глубинных флюидов, то есть горячих, насыщенных газами и минералами жидкостей из недр Земли. Эти флюиды, поднимаясь к поверхности, оказывают мощное давление на вышележащие слои земной коры, вызывая ее вздутие и формирование горных структур. Этот процесс может быть чрезвычайно интенсивным и масштабным. Важно отметить, что этот подъем часто сопровождается масштабным обрушением, подобным тому, которое можно наблюдать при взрывных работах в карьерах, когда порода дробится и разлетается в разные стороны. Уральские горы, в частности, состоят из курумника, скопления крупных обломков горных пород, практически лишенных песка, образовавшегося в результате выветривания и эрозии. Отсутствие песка и слоев накопления продуктов разрушения свидетельствует о динамичном и, возможно, относительно недавнем процессе формирования этих гор. Это также указывает на высокую скорость разрушения горных пород, подвергающихся подобному воздействию. Но вернемся к основному вопросу. Почему нет гор выше 10 километров? Одной из первых и наиболее очевидных причин является сила тяготения Земли, фундаментальная физическая сила, которая оказывает колоссальное воздействие на все объекты на поверхности планеты. В случае с горами гравитация стремится стянуть их вниз, препятствуя их дальнейшему росту. Вес горы, как огромной массы вещества, создает давление на основание, и чем выше гора, тем больше это давление. Можно попытаться количественно оценить этот фактор, используя простые физические формулы, чтобы понять пределы роста. Высота горных образований ограничена пределом прочности горных пород, из которых они состоят. Предел прочности – это максимальное напряжение, которое материал может выдержать без разрушения. Если гора будет продолжать расти, ее вес увеличится, и, соответственно, возрастет давление на породы в ее основании. При достижении или превышении предела прочности этих пород произойдет их разрушение, будь то трещины, оползни или более масштабные катастрофические обрушения. Для упрощения расчетов можно использовать две характеристики гранита. В качестве примера наиболее прочной горной породы – предел прочности на сжатие и предел текучести. Предел прочности определяет максимальное напряжение, которое гранит может выдержать до разрушения, а предел текучести – напряжение, при котором гранит начинает необратимо деформироваться, то есть течь
или изменять свою форму под действием приложенной силы. Если сила тяжести превысит предел прочности породы, она просто не сможет выдержать вес вышележащих слоев и начнет разрушаться. Полученные значения, основанные на этих расчетах, оказываются примерно одинаковыми, указывая на фундаментальное ограничение, накладываемое на высоту гор физическими свойствами пород и силой тяжести. В формулах используется плотность гранита и ускорение свободного падения, которые являются постоянными величинами для данной планеты. Из этого следует, что высота гор ограничена не только пределом прочности пород, но и их плотностью, а также силой гравитации, действующей на них. Более того, процессы эрозии и выветривания постоянно воздействуют на горы, постепенно разрушая их и снижая высоту. Если бы гора пыталась подняться выше критической высоты, ее основание просто не выдержало бы нагрузки и разрушилось. Даже если в прошлом, в результате каких-либо катаклизмов, горы и могли достигать большей высоты, они не смогли бы просуществовать долго. В течение относительно короткого времени основание разрушилось бы, и горы просели бы, уменьшив свою высоту, пока не достигли бы стабильного состояния, где силы разрушения уравновешивают процессы роста. Отдельно стоит упомянуть процессы, приводящие к разрушению гор, особенно в случае с горами пучения, образованными под воздействием глубинных флюидов. Одним из ярких примеров является структура Кондор в Хабаровском крае. При подъеме масс из глубины сформировался купол из приповерхностных пород. Когда давление снизу прекратилось, купол обрушился, образовав кольцевую структуру. В результате падение породы перемололо в щебень. Данная структура является не только уникальным геологическим образованием, но и служит наглядным примером того, как внутренние силы Земли могут создавать и разрушать горные массивы. Наличие кольцевой структуры, а также обнаружение крупных месторождений платины внутри, свидетельствует о внедрении глубинных флюидов. Кроме того, из структуры долгое время вытекала река, которая вымыла значительный объем породы, содержащий драгоценный металл. Это подчеркивает, что даже сформировавшись в результате мощных процессов пучения, такие горы подвержены быстрому разрушению и эрозии, так как породы, из которых они сложены, подвержены воздействию атмосферных явлений и текучих вод. Еще одним важным аспектом, влияющим на высоту гор, является процесс изостазии. Изостазия представляет собой состояние равновесия между весом земной коры и упругим противодавлением подстилающей мантии. Когда гора образуется и увеличивает свою высоту, она создает избыточный вес, который передается на мантию под ней. Мантия, будучи пластической и имеющей высокую вязкость, начинает медленно течь, компенсируя избыточный вес горы. Этот процесс может привести к тому, что горы будут опускаться в мантию, уменьшая свою высоту над уровнем моря. Таким образом, процесс изостазии является еще одним механизмом, который ограничивает высоту гор, поскольку он компенсирует вес горы за счет изменения формы мантии под ней. Таким образом, высота гор на Земле ограничена несколькими взаимосвязанными факторами. Во-первых, это физические свойства горных пород, в частности их предел прочности, который определяет, какую нагрузку они способны выдержать. Во-вторых, это сила тяжести, которая постоянно воздействует на горы, стремясь сжать их и препятствовать их дальнейшему росту. В-третьих, это процессы разрушения, такие как выветривание, эрозия, включая воздействие воды и льда, и в случае с горами пучения – обрушение и деформация пород. Эти процессы работают одновременно, формируя и преобразуя горные системы на протяжении геологической истории. Понимание этих процессов позволяет объяснить, почему на нашей планете существуют горы, но их высота ограничена определенным пределом, а также помогает лучше понять динамику земной коры и формирование ландшафта. Это понимание является ключом к разгадке многих загадок, связанных с геологией Земли и эволюцией ее поверхности. Кроме того, в недрах Земли существует целый комплекс процессов, связанных с движением мантии и литосферы,
которые играют решающую роль в формировании гор. Например, процесс субдукции, при котором одна литосферная плита погружается под другую, может привести к образованию глубоководных желобов и сложных горных систем. Эти процессы не только формируют рельеф, но и влияют на магматическую и тектоническую активность в области горообразования. Таким образом, понимание взаимосвязей между тектоническими процессами, динамикой мантии и формированием гор имеет важное значение для объяснения ограничений на высоту гор. Исследования в области геологии и геофизики позволили существенно расширить наше понимание факторов, влияющих на высоту гор. Благодаря достижениям в области сейсмологии мы получили возможность изучать внутреннюю структуру Земли и понимать, как движение мантии и литосферы влияет на формирование гор. Аналогично, изучение горных пород и их свойств дает представление о процессе формирования гор и ограничениях, накладываемых на их рост. Эти знания не только являются фундаментально важными для понимания геологической истории нашей планеты, но и имеют практическое значение для поиска и разработки минеральных ресурсов, оценки сейсмической опасности и понимания воздействия человека на природную среду. Таким образом, высота гор на Земле – это результат сложного взаимодействия геологических процессов, физических свойств горных пород и силы тяжести. Понимание этих процессов позволяет не только объяснить, почему горы не могут быть высокими, но и дает ключ к пониманию динамики земной коры и формирования ландшафта. Это знание подчеркивает удивительную сложность и красоту геологических процессов, формирующих нашу планету, и стимулирует дальнейшие исследования и открытия в этой области.